Знаете ли вы это чувство, когда все вас считали конспирологическим шизом? Кричали, что вы ничего не понимаете. Ваши опасения смешны и беспочвенны. Но после прошло немного времени, и все то, о чем вы говорили, случилось. Мне очень знакомо это чувство. Я уже несколько месяцев наблюдаю за тем, как люди носятся с дегенеративным интеллектом, отменяют разработчиков за его использование и каждый раз ищут новую жертву. Под горячую руку уже попали разрабы Clair Obscur Expedition 33, Arcriders, Larian, Vavra с его Kingdom Come Deliverance 2. И мне так и хочется спросить у этих людей, а разве не вы сами еще год-два назад защищали этот же AI? Разве не вы сами уплетали за обе щеки слова Хуанга с его генерацией кадров? Разве не вы сами говорили, что все, кто рассуждает о проблеме DLSS и Frame Generation, это неолудиты? Настолько сильно боролись за интересы одной микрокорпорации, что та стала аж самой доминирующей в мире. Почему, когда вам даже в прошлом году показывали, как нейронка на кадрах дорисовывает детали, которых не было в оригинале, вы молчали? Точно, вам же дали 3 сгенерированных кадра. Да и картинка ничуть не испортилась и даже стала лучше. Почему, когда я, да и многие другие говорили о том, что фреймген в итоге приведет к ухудшению общего качества, мы были неправы. Но вот когда какие-то разработчики генерируют затычки на плейсхолдерах, вот кого надо отменять и хейтить. Ну да, вам же дали больше FPS, и не важно, что из-за этого картинка стала смазанной, нереальной или, как ныне популярно говорить, превратилась в нейрослоп. Захавали и довольны? Ну что ж, теперь всем придется разгребать это дерьмо. Мне нравится, насколько многие люди избирательны в своей борьбе. Игроки обозлились на Clair Obscur за разгромную победу на многих премиях. И давайте же теперь начнем хейтить разработчиков за то, что они забыли на старте убрать одну сгенерированную текстуру газет на какой-то задрыпинской тумбе. Или вот, Свен Винке в бывшем Король, но сейчас в интервью сказал, что они используют генеративный AI на этапе проектирования, когда придумывают концепции, и никогда ничего из этого не доходит до финала. Что он получает взамен? Только хейт. Они ж отбирают работу у художников. Или в Arcriders разработчики сгенерировали многие голоса для NPC. Всем на это буквально было похуй. Пока Еврогеймер не снизил итоговую оценку и не осветил это в СМИ. Вы решили поднять меч против этих разработчиков? Что ж, я стану их щитом. Игроки буквально берут и хейтят разработчиков, которые действительно здраво используют AI. На самых ранних этапах или в самых неважных местах. А вот самую большую проблему никто замечать и не хочет. Когда Хуанг выходит и говорит, что мы сделали новую технологию, которая с помощью AI предсказывает положение курсора, говорит, что их нейронка генерирует 3, а уже 5 кадров между двумя реальными, ни у кого вопросов нет. Все в восторге. Это же точно поможет игровой индустрии. Это же точно не превратит игры в нейрослоп. Это будущее, к которому все стремятся. Так почему же геймеры хейтят небольшие команды, у которых реально нет денег на разных актеров озвучки, тех, кто временно использует генеренные текстуры, изменяя их после на нарисованные вручную? Вот они и плохие, ломают рынок, не нанимают художников и других разработчиков. А вот в случае с мировым гегемоном, настоящей мегакорпорацией, все нормально и можно. Если уж вы взяли вилы в руки и решили бороться с AI, вы должны бороться с самым главным противником, а не теми, кто выживает из последних сил в стремительно меняющемся мире. Вы не хотите ненавидеть тех, кто кинул вам горсть кадров, ведь куртка кормит. А то, что именно фреймген развязал руки многим бездарным эффективным менеджерам в оптимизации процессов, это не важно. А зачем им содержать огромный штат сотрудников, которые полируют игру, которые вырисовывают что-то своими ручками? У нас же есть нейротехнологии. Не хватает кадров? Сгенерируй. Эффективные менеджеры хотят сэкономить на прорисовке света? Включай RTX там, где это даже не надо. В прошлом году я говорил, что пройдет немного времени, и игры будут полностью сгенерированы нейроинтеллектом. И знаете, я в этом был неправ.
Надо было ставить вопрос куда более остро. Мы уже играем в сгенерированные игры, только пока что у них есть пара кадров как основа. Ну все же нормально, нейронка же может воссоздать кадр точь-в-точь. А когда некоторые люди просыпаются и называют нейрослопом нейрослоп, тут сразу же ввязываются борцы за новые технологии, которым, правда, самим не нравится, куда идет индустрия. Но вы не понимаете, это другое. FrameGen с DLSS может и не портит картинку полностью, как нынешние генеративные нейросети. Но они сдвигают норму восприятия. Поплыли какие-то мелкие детали? Ну ничего, это ж незаметно, и так норм поиграем. Появились какие-то артефакты, которых никогда не существовало? Ну ничего, потерпим, зато FPS будет в 2 раза больше. Вот так мы и идем семимильными шагами к полностью сгенерированным играм. Я не перестаю восхищаться тем, как филигранно маркетологи провернули это окно Овертон. Мы все уже давно перешли Рубикон. И эти лицемерные фразы, что вот я против AI, против дегенерации, это лишь напускное противостояние, которое нас никуда и не приведет. Вы удобно выбрали слабого противника, которого можно избивать, когда главный враг продолжает жировать и захватывать умы. Вы, мы, я уже проиграли. А вся эта агония бессмысленна. Все, что сейчас мы можем сделать, это разделить бездумное использование AI везде и всюду и разработчиков, которые лишь местами упрощают себе работу, при этом не жертвуя финальным качеством игры. Я то же самое говорил во время поиска ведьм среди фемповестки. Сейчас я то же самое говорю про нейронки. Будьте избирательны. Поймите, что они никуда не денутся, все разработчики станут ими пользоваться, и бездумно бегать с отменами — это полнейшая глупость. Если ваша любимая студия говорит, что на этапе планирования создали набор картинок, которые после были заменены на нарисованные арты, это нормально. И даже хорошо. Потому что именно так, не распыляя время и свои ресурсы, они могут сконцентрироваться на чем-то более важном. Мы живем в мире, где все эффективные менеджеры пытаются сэкономить на каждом программисте и художнике. Для них переложить работу на нейронку — это главнейшая цель, чтобы снизить цену производства и получить максимум прибыли. Но мелкие студии. Для них использование нейросетей — это единственный способ выжить, сократить время разработки и, наконец, довести проект до релиза. Вон недавно стало известно, что в студии игры Mudang 2 Hearts осталось всего 2 человека. Они просто не потянули разработку этой амбициозной игры. И сейчас единственный шанс — это продаться подороже какому-нибудь издателю. Вы хотите, чтобы подобная история случилась с Larian, Sandfall, с Warhorse? Дайте мелким студиям шанс, чтобы им не пришлось продаваться китайцам, майкам, саудитам или хрен знает какой еще корпорации. Потому что все они в итоге сократят половину штата и посадят все тот же AI. Важно понимать, что все эти мегакорпорации делают то, что им позволяют люди. И если вы не обращаете внимания на них, то все самые худшие для вас решения и будут продолжаться. Мы уже живем в этом мире. Пройдет год-два, буквально каждый разработчик будет пользоваться этими нейронками. Я уверен, что появятся игры полностью покадрово созданные AI, хотя бы парочка да будет. И если мы будем продолжать в том же духе, то так и не заметим, как все к этому придет. Я не неолудит, как меня успели назвать. Я сам пользуюсь время от времени GPT, Gemini и другими нейронками. Иногда включаю DLSS с FrameGen, если мне уж прям очень сильно хочется посмотреть на игру. Но это не отменяет того, что мне не нравится, куда идет игровая индустрия. И я буду продолжать говорить о ее проблемах. Просто не забывайте думать своими мозгами, а не всеобщими трендами.